Bonjour à tous, je m'appelle Eugénie, и в этом видео расскажу вам, как ответив всего на 3 простых вопроса, вы сможете определить свой уровень владения иностранным языком. Вначале давайте вообще разберемся, какие существуют экзамены и системы оценивания. Все, конечно, зависит от языка. Английский, французский, испанский, немецкий – это может быть и DELI, и DAF, и TOEFL, или многие другие. Что касается системы оценивания, то это может быть максимум 100 баллов, как, например, в ЕГЭ, или классическое деление на уровне А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Если вам интересно, чем отличается один от другого, то пишите в комментариях, и я сниму отдельное видео. Но, на мой взгляд, это лишь приблизительно показывает уровень ваших знаний. Ну вот представьте, сдали вы, например, на 75 баллов уровень B2 10 лет назад, и с тех пор вообще не занимались. Ну что там осталось от этого B2? Также не забывайте, что ряд дипломов имеет срок годности, и вам через несколько лет придется пересдавать экзамен, чтобы подтвердить свой уровень. В любом случае, все это не очень удобно и достаточно долго. А если вы ответите на моих 3 вопроса, то вы прямо здесь сейчас определите свой уровень. Первый вопрос – это видите ли вы сны на иностранном языке. Конечно, многие говорят, что не видят снов или их не запоминают. Но если вы видите и запоминаете, и в своем сне, например, говорите на английском, и это значит только одно – что ваш уровень настолько высок, что мозгу совершенно все равно, на каком языке крутить картинки в вашей голове. Второй вопрос – это можете ли вы поговорить на темы религии и политики. Эти 2 темы являются достаточно сложными, абстрактными, изучаются в самом конце курса. К слову сказать, еще очень мало учебной литературы на эти темы. В моем курсе они, конечно же, есть. В любом случае, если вы добрались до этих тем, значит, вам хватило и времени, и силы, и терпения, и вы все темы прошли, и эти в том числе. Значит, ваш уровень достаточно высок. И третий вопрос – это можете ли вы ругаться на иностранном языке. Речь идет не о том, что вы знаете 2-3 матных слова или можете материться, нет. Речь о том, что возникла конфликтная ситуация, и вы в гневе просто готовы рвать и метать. Но несмотря на всю эту бурю эмоций, вы можете хладнокровно продолжить думать и говорить на иностранном языке. И это очень круто, потому что на самом деле достаточно сложно. Вот теперь вы определили свой уровень. И если вы уже решили стать полиглотом, то смотрите вот это мое видео по ссылке. Тут я рассказала, как это сделать. C'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.